Встречайте, тройка претендентов на победу. Уважаемые дамы и господа, финальная разминка. На льду находятся Глеб Лутфулин, Владислав Дикиджи, Никита Сарновский. Разрешена разминка. Ну вот и они, финалисты. Глеб Лутфулин, Владислав Дикиджи и Никита Сарновский. Три парня, пробившихся в финал чемпионата России по прыжкам 2026 года. И 2 минуты сейчас на разминку. Такая тишина на стадионе, все замерли. Всего лишь 3 человека. Все они, надо сказать, уже в призах. Так что кто-то может сказать, что можно и расслабиться. Но зная характер этих ребят, которых удовлетворяет только золотой звон медалей, конечно же, мы знаем, что сейчас они будут бороться, как всегда. Да, действительно, борьба будет не шуточная, борьба будет до последнего, и все будут выжимать свой максимум. Прыжки у этих спортсменов совершенно потрясающие. Тренеры, которые находятся. Кстати, это все питерская школа. Евгений Плющенко, Олег Татауров. Это все ученики Алексея Николаевича Мишина. Татьяна Николаевна Мишина рядом с ним. Тоже, кстати, его ученица в свое время. Да, сейчас сама выдающийся тренер. Все, питерцы заняли всю чемпионскую разминку. Можно сказать, такое вот древо Алексея Николаевича, оно вот разрослось, и частичка в виде Евгения Плющенко и ангелов Плющенко проросла в Москве. В ближайшем экологически чистом районе Подмосковья. Олег Татауров тренирует Владислава Дикиджи, который и в прошлом сезоне также выступал на этом турнире и занял 2-е место, уступив Николаю Угожаеву. Угожаева уж нет, он дошел лишь до полуфинала. Никита Сарновский в прошлом году не выступал на этом турнире, но раньше высоких мест не занимал. Его по-прежнему, да, пытается все успокоить, какой-то ритм ему спокойствия придать Евгений Плющенко. Ну и Глеб Лутфулин был бронзовым призером раньше. На старт приглашается Глеб Лутфулин. И Глеб Лутфулин выступает первым. Четверной Ридбергер. Ой, как хорошо. Прекрасно. Слушай, очень чисто, очень качественно, но вот интересно в плане пролетности этого прыжка. Насколько ты бы оценил? Вот отсюда у нас ракурс, правда, не очень удачный. Ну ладно, сейчас посмотрим. Четверной сальхов. Четверной сальхов вот мне очень понравился. Тройной аксель. Ай-яй-яй. Вот что значит бойцовский характер. Вытаскивает из любого положения. 2 минуты есть у спортсменов на исполнение своих элементов. Это 2 сольных прыжка, 1 каскад или комбинация из 2 прыжков и 1 каскад или комбинация из 5 прыжков. И надо успеть сделать все. Вот он сделал сольный еще 1 прыжок. Если сравнивать реберные прыжки Ридбергер и сальто у Глеба, то Ридбергер, он у него не такой широкий, но все-таки достаточно высокий. То есть пролет на сальхове больше. И конкретно в данном случае он добавляет тройной аксель именно после сальхова, а не после Ридбергера. Потому что выкат удобней, скорости на выезде больше и, естественно, удобнее прыгать дальше. Все ясно. Тройной аксель. Тройной аксель, Ойлер, тройной сальхов, Ойлер, тройной сальхов, двойной аксель. Красавчик. Алексей Николаевич дал ему свой специфический ритм. Говорит, подожди, отдохни, соберись. Нужна чистота, нужно выступление. Следим за секундами. Остается всего лишь 10. И можно еще зайти на 1 элемент.
Сальхов. Тройной аксель. Да Ай. что же не получается эта комбинация? А потому что тяжелая. Все-таки 4-3 сделать тяжело. Ну, все-таки сделал и то, да, с не очень хорошим выездом из акселя, но баллы-то будут. Финальный каскад, комбинация Сальхов-аксель уже был не очень удобный. Во-первых, секундомер давил на нервы. Во-вторых, выезд из Сальхова был не очень удобный, достаточно жесткий, с корпусом назад, все-таки недокрученный. Давай посмотрим. Четверной Ридбергер стартовый, чистый, на зубцах, но сделанный. Четверной Сальхов. Тройной аксель. Оба прыжка чистые, но судьи ставят минус. Понятно почему. Потому что выезд из акселя был грязненький. Тройной аксель. Тройной аксель. Ойлер. Сальхов. Еще Ойлер. Еще один Сальхов. И мы видим, как на заднем плане Александр Галямов болеет всей душой за своего друга Глеба Лутфуллина. Четверной Сальхов. Тройной аксель. Ну что ж, начало положено. Да, ну молодец. Очень и четверной так здорово получается. И что один, что другой. Глеб Лутфуллин И каскад из 5 прыжков прямо очень качественно он сделал. Все очень четко. Все пошло в зачет. Хорошие баллы. Ну и ориентируются пусть его конкуренты на 170 баллов. На лед приглашается И Владислав следующий из этих Дикиджи. соперников Владислав Дикиджи. Серебряный призер чемпионата по прыжкам прошлого года. Четверной Луц. Тройной аксель. Чисто. Прекрасно. Ох. Вот, казалось бы, в момент паузы между элементами можно выдохнуть, немножко как-то прийти в себя, но нерв он только нарастает, потому что мы все ждем чистых прыжков. Да, очень ждем. И Владислав Дикиджи так прям выдохнул после первого каскада. И было видно, что дает себе возможность Четверной отдохнуть. Луц. Так, каскад из 2 прыжков есть. 1 сольный прыжок есть. Очень хорошие надбавки от судей получает Да уж, за ничего четверной себе. Луц, тройной аксель и за четверной Луц. Прямо Но одинаково. они действительно проставили плюсы. хорошие, высокие, пролетные. Еще минута. Четверной Сальхов, Ойлер. Тройной Сальхов, Ойлер. Еще один тройной Сальхов, Ойлер. Тройной Сальхов, Ойлер. Сальхов. Решил пойти по Сальхову. Прогуляться. Вместе с Ульрихом Сальховым. Чем больше прыжков в каскаде получается, тем меньше получаются титры. Еще 20 секунд, и он принимает решение идти еще на 1 прыжок. Ну, он должен сделать 2 сольных прыжка. Как раз остаются считанные секунды у него для этого. И он снова Четверной делает Сальхов. четверной Сальхов. Чисто завершает свою серию Владислав Дикиджи. Получает от судей огромные плюсы. И сейчас, возможно, он будет двигать Глеба Лутфуллина. Потому что все-таки небольшой отрыв у Глеба был после прошлого раунда. И сейчас достаем калькуляторы. Все за нас посчитает компьютер. Четверной Луц, тройной аксель просто роскошный. Да. Вот как будто бы он его всю жизнь делал. Четверной Луц. Вот если совсем уж сильно придираться к четверному Луцу, к сольному прыжку, можно было сделать чуть длиннее выезд. Ну, это как по мне, как человека, который иногда его тренирует.
Я имею в виду, Влад тренирую. Не Луц. Ну и в свое время те луцы, которые исполнял ты, тоже были эталонами качества. Так что не будем и от этого. Я, кстати, впервые вижу улыбающегося Олега Татаурова. Да, он очень сдержанный Обычно такой он тренер. сдержан во время выступлений спортсменов, но здесь-то у нас не просто соревнования, здесь у нас настоящий праздник, и все время вокруг так или иначе что-то провоцирует интересные эмоции. И мы в ожидании довольно-таки высоких оценок. А сколько лет, кстати, уже выполняет четверной луц Влад Дикиджи? Пару лет? Чуть больше? Больше. Но не больше 4, наверное. Итак, Интрига. как распределяться места в финале? На кону стоит пьедестал. Зрители, запасшись попкорном, сегодня плакатами. провели прекрасный день на Навка-арене. Эмоциональный, с кучей взлетов и падений, с кучей эмоций. Какие замечательные шарфики у болельщиц. Владислав Дикиджи за исполненные элементы набирает 78,77 баллов. Ого-го! Общий результат составляет 186,73 Да, он на первом месте. балла. Ну все, конечно, все в плюсе. Еще такой набор прыжков. 186 баллов. Попробуй, перепрыгни. На лед приглашается Никита Сарновский. На льду Никита Сарновский из Академии Ангелы Плющенко. Обладатель сумасшедших прыжков. Четверной Ридбергер. Какой полет, какая высота, как здорово. Ну давай, давай, Никита. Сейчас самое сложное Спокойно, собрать собрано. голову. Потому что он все умеет, все может. Он делает это замечательно, высоко, легко и изящно. Да, собрать. Четверной лот. Хо-хо-хо. Собрать Двойной свою аксель. голову может только сам Никита. Двойной аксель. Одинарный. И еще один двойной аксель. Чуть-чуть не хватило, да? Да, одинарный аксель в этом. Ну, у него еще есть время, может быть, и повторить. Каскад все-таки дается 2 попытки. Давай, Никита, не сдавайся, соберись. И главное, со светлой, ясной головой четко пойти спокойно на исполнение того, что ты можешь, может быть, даже лучше всех. Не успел собраться. Как говорят болельщики, ну не говорите вы человеку под руку, но он же нас не слышит. Но мы за него переживаем, как переживаем за всех участников финала. Все большие молодцы. Четверной лут. Здорово. Тройной аксель. Под руку не Есть еще сказали, один и он каскад. сделал. Ну что, нужен еще один прыжок. Желательно четверной, и на его исполнение еще остается 15 секунд. Главное, не ошибиться с повторениями. Четверной тулуп. Вот это заявка. Ну, теперь осталось только посчитать. Тоже в сплошных плюсах Никита Сарновский в зеленой зоне. Очень довольные тренеры. Молодчина. Поклон от спортсмена, который тоже великолепно выступил на этом турнире. Дальше все остальное уже детали. Классно, очень классно провел свою серию Никита. Да, конечно, не без ошибок, но после сегодняшней утренней тренировки я надеялся, верил и ждал, что он сможет справиться со своей головой. И сегодня он справился. В нужное время, в нужном месте. Ридбергер просто фантастический. 3,85 он получает надбавки от судей. Четверной луц, высоченный, чистый. Тройной аксель. А здесь Двойной вот что? аксель. Почему одинарный вот сейчас?
что? Почему раскрылся? Просто Зачем? раскрылся. Не- То есть здесь такой психологический момент, потому что очень большое количество оборотов, и иногда бывают такие как бы сбои, что тело начинает протестовать, мозг как бы не может дать нужную команду, Чего и у себе. тебя тело раскрывается, и ты не понимаешь, почему так происходит, но он молодец, собрался, не раскис и продолжил делать дальше. Боец. Да, настоящий боец. Как бы там ни завершились по баллам эти соревнования, все финалисты проявили себя с бойцовской точки зрения, как настоящие спортсмены, настоящие атлеты. Здесь, на этих соревнованиях, на чемпионате России по прыжкам, конечно, атлетизм возведен в абсолют. Это те прыжки, которые мы видим, это то, что многие молодые фигуристы любят делать больше всего. Я слышал много интервью, много разговоров о том, что ой, да мы не хотим скользить, вращаться, мы хотим прыгать. Вот он, чемпионат по прыжкам. И Никита Сарновский ждет своих оценок, и он получает 77 с лишним баллов. И это первый! На 7 баллов почти что больше, чем у Влада Дикиджи. И это новый чемпион России по прыжкам. Результаты на ваших экранах. Победитель известен, и мы хотим сказать спасибо всем троим парням. Абсолютно. Мы увидели 3 разных подхода, 3 характера, но все трое финалистов рисковали, шли на свои сложнейшие элементы, и это вызывает огромное уважение. Итак, бронза турнира. Внимание, ваши аплодисменты. Глеб Лутфулин. Серебро. Владислав Дикиджи. И, наконец, чемпион России по прыжкам Никита Сарновский. Все участники мужского зачета получают зачет по прыжкам. Мы желаем всем финалистам пройти остаток сезона на таких же высоких оборотах, которые они сегодня продемонстрировали. Мужское катание – это всегда риск, мощь и математика прыжков. Сегодня победил тот, кто смог сосчитать все и сложил эти слагаемые успеха в одну крупненькую сумму. Мы ждем чемпионские эмоции на интервью у Максима Тронькова и Жени Медведевой. Ну что ж, определился чемпион России 2026 года по прыжкам. Это новый чемпион и такой уверенный в себе молодой человек. Первый взрослый сезон и сразу же такое выступление. Можно сказать, в одну калитку удалось победить нашему юному дарованию. Расскажи, пожалуйста, как вообще ты настраивался на турнир и как так уверенно у тебя получилось выполнять сложнейшие четверные прыжки, да еще такое количество и такое разнообразие? Подготавливался я постепенно, вышел после новогодних каникул, у нас были шоу. Я на каждом шоу напрыгивал по несколько четверных. То есть уже была такая некая небольшая подготовка. После новогодних каникул я чуть-чуть отдохнул, набрался сил. И уже как понял, что я точно участвую в прыжковом, я начал понемногу снова напрыгивать. Разные четверные в связках, не в связках. То есть уже была небольшая подготовка. Ни для кого не секрет, что у нас здесь на турнире есть достаточно крупный призовой фонд. На что его потратишь? Наверное, на машину. Точнее, ремонт машины. Переделывать. Менять цвет машины, менять двигатель. То есть в машину, скорее всего, вложу. У тебя была четкая какая-то стратегия, ты сам выстраивал, как ты будешь, что, зачем ты будешь делать, или все-таки Евгений Викторович Плющенко на своем опыте где-то настаивал, как тебе лучше разложить прыжки, что, зачем прыгать? Только благодаря Евгению Викторовичу, то есть он сказал, какие прыжки прыгать, как держать этот ритм, чтобы не было сбивки, например, выше тон, выше, ниже. То есть всегда я мог как-то... Была небольшая передышка, но она давала мне восстановиться.
Следил ли ты за выступлениями своих соперников? Знал ли, как отпрыгали, например, Влад Дикиджи или Глеб Лутфулин? И вносил ли корректировки, уже отталкиваясь от того, как ребята выполнили свой контент? Или у тебя была вот четкая своя линия, к которой ты придерживался и по этой, скажем так, победной дороге и шел до золотой медали? Я на ребят не смотрел, но по публике понимал, что он сделал, и по вашим комментариям тоже было понятно, какой прыжок и что он сделал. А так я никакие корректировки в прыжки не вносил, я делал то, что было заявлено. Вчера твой тренер Евгений Плющенко предложил проводить еще турнир по хореографическим дорожкам. Как ты думаешь, тебе бы эти хореографические дорожки в сегодняшнем турнире помогли бы или не очень? Нет, вообще нет. Ну тогда давай мы с тебя возьмем обещание, что над другими элементами, помимо прыжков, то, что ты лучший в прыжках, ты сегодня это доказал. Над другими элементами будешь работать? Обещаю, буду. Замечательно. Это слова настоящего чемпиона. Действительно, слова настоящего чемпиона, нового чемпиона России по прыжкам, чемпиона 2026 года. Давайте еще раз поаплодируем, проявим невероятное уважение, поздравления. Ты был настоящим бойцом. И надеюсь, что и в соревнованиях уже основных, где нужно показывать всю программу, где надо показывать и хореографию, ты тоже будешь расти, расти, расти и добьешься таких же успехов. Ну а совсем скоро у нас турнир женщин. Евгения, ты, наверное, его и проанонсируй, потому что ты же у нас была королева, и есть королева одиночного катания. Ой, спасибо большое за комплимент. Вот я честно могу сказать, что если бы во время соревнований, когда я выходила на лед, был бы такой турнир, я бы с удовольствием в нем поучаствовала. Так что давайте мы вместе с вами залицезреем финал женщин, потому что это, наверное, самый красивый вид фигурного катания. Нежный, но при этом в котором очень много силы. Смотрим.